Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вас приглашаю на урок по пошиву платья для куклы самым простым способом. Это платье состоит из двух прямоугольников. Из ткани мы вырезаем два прямоугольника. Сегодня мы выкройку делаем во второй части урока, а в первой части урока я вам рассказываю, как шить платье из двух прямоугольников. До глубины проймы мы сначала строчим бока. Глубина проймы – это расстояние от подмышки до плеча куклы. От подмышки куклы до плеча, чтобы ручка куклы свободно двигалась. То есть прямоугольник мы строчим не полностью по высоте. Мы вверху оставляем глубину проймы. Два кусочка ткани прямоугольных мы сострачиваем по высоте до глубины проймы. Дальше мы делаем подгиб и застрачиваем кулиску, куда мы будем вставлять шнурок или ленточку или любую тесьму, которая вам нравится, которая подходит по дизайну вашего платья. Вот я показываю на выкройке, что вторым этапом мы подворачиваем верх платья, куда мы будем вставлять наш шнурок, ленту или тесьму. Вставив тесьму в кулиску, мы можем регулировать складочки на платье. Такое платье из двух прямоугольников лучше сшить из легких тканей. Это батист, шифон, шелк и другие легкие ткани. Они очень легко и красиво собираются в складочки и прекрасно смотрятся на кукле. Мы уже примеряем готовое платье на куклу. На плечах мы завязываем наше платье. Можно с помощью бантиков завязать. Все на ваше усмотрение. Платье мы украшаем любой тесьмой, рюшами, все, что у вас есть в доме и все, что вам нравится. Не бойтесь экспериментировать, у вас обязательно все получится. У многих швей проблема в том, что не всегда получается построить выкройку. Куколки у нас разного размера, толщины, высоты, окружность груди, окружность шеи, глубина проймы и так далее. Все размеры у куклы индивидуальные. Поэтому мы на этих уроках всегда строим выкройку. И вы, пожалуйста, записывайте все в свою тетрадь, которая у вас будет спутницей вашей жизни по пошиву одежды для куклы.
Перед выкройкой мы всегда производим замеры. Вот мы пишем необходимые замеры для того, чтобы построить вот эти два прямоугольника, которые являются выкройкой. Окружность груди мы знаем. Измеряем по груди, длина изделия, длина вашего платья и глубина проймы от плеча до плеча под мышкой, чтобы хорошо платье ходило. Эти замеры мы уже не один раз сделали на этой кукле, и мы их знаем наизусть. Поэтому мы сразу пишем эти замеры, а вы тщательным образом замеряйте. Замеры сделаны. Переходим к построению выкройки. Поскольку у нас выкройка состоит из двух одинаковых прямоугольников, то каждый прямоугольник – это 1/2 часть платья. То есть 20 сантиметров мы должны разделить на 2 и получаем 10 сантиметров. 1/2 часть платья. Вперед и спинка. Для того, чтобы платье хорошо смотрелось, ложилось складками, к этим 10 сантиметров в данном случае у нас можно добавить 30-80% ткани, для того, чтобы оно было свободным, хорошо ложилось складками и прекрасно смотрелось. В данном случае на объем нашего платья по ширине мы добавим некоторое количество процентов или сантиметров. Вот 10% от 20 сантиметров – это 2 сантиметра, 30% – это 6 сантиметров, 50% – это 10 сантиметров. Это мы рассказываем и пишем для того, чтобы вы понимали, как считаются проценты, потому что в наших уроках принимают участие не только взрослые, но и дети. От точки А мы откладываем вниз длину изделия. В нашем случае это 12 сантиметров. От точки А вправо мы откладываем окружность груди. Поскольку это 1/2 часть выкройки, мы откладываем 10 сантиметров. И строим прямоугольник. Про свободное облегание платья сейчас мы будем говорить дальше. Прямоугольник у нас готов. И вот мы добавляем количество сантиметров на свободное облегание платья. От 30 до 80%. Выбирайте сами. Хотите более свободное платье? Пожалуйста. Вот мы выбираем, допустим, 6 сантиметров. Вы можете выбрать в вашем случае другие проценты или другое количество сантиметров добавить. Это зависит от фактуры вашей ткани. Чем легче ткань, тем можно более объемным делать платье. Вот можно на объем добавить такой кусочек, можно дополнительно кусочек. Учтите, что это
1/2 платья. Вы выбираете самостоятельно, какое количество дополнительно вы даете на объем ткани. Это все очень просто. На первый взгляд кажется, что много каких-то цифр, но это настолько просто, что 7-8-летний ребенок все прекрасно понимает. Это у нас и спинка, и перед, и все одинаково. И не забываем, что к длину изделия мы должны прибавить еще расстояние подгиба. То есть мы прибавляем на обработку снизу и сверху на кулиски. Это можно сделать на этапе построения этой выкройки. Но если вы забыли добавить припуски на подгибание платья или на кулиску, легко очень сделать это либо на ткани, либо дополнительно мы возьмем листик и достроим. То есть, если вы забыли что-то, ничего страшного. Берем листик бумаги и достраиваем. Теперь отмечаем глубину проймы. 7 сантиметров мы делим на 2, получается 3,5, поскольку это 1/2 часть выкройки. Половина глубины проймы идет наперед и половина назад. Вот мы отложили глубину проймы. До этих пор мы будем застрачивать бока платья. Вот до этих пор. Снизу вверх и вот до этих пор. Вот эти 3,5 сантиметра идут у нас на пройму для свободного вращения ручки куклы, а боковину мы застрачиваем. Выкройка готова. Я напоминаю, если кто-то забыл сделать припуски на подгиб ткани, можно взять отдельно листик бумаги, либо прямо вот так на ткани мы достраиваем вот эти подгибы, если вы забыли про них. На подгиб снизу и на кулиску. Вы можете добавлять разное количество сантиметров. В зависимости от того, как вам удобно сшить. Потому что чем больше подгиб, тем, в принципе, легче подгибается. Выкройка наша готова.